Чем хороша программа Maximus и как она помогает нам оказывать качественную медицинскую помощь, в этой программе заложено очень много аналитических модулей, отчетов, которые мы получаем. Нельзя контролировать работу наших врачей в регионах дистанционно, ни по телефону, ни по достижению отчетов, которые делаются раз в год, раз в полгода, раз в квартал. Мы имеем возможность получать достоверную оперативную информацию ежедневно, ежесекундно. Вот здесь, в Центре управления процессами, я сейчас вывел страничку «Сотрудники». То есть это врачи, которые работают сегодня в центре. Вот если мы посмотрим конкретно доктора, это центр Костромы. Мы сейчас можем получить всю информацию про пациентов, которых ведет доктор, и насколько эффективно этот доктор работает. Вот показатели диализа. На сегодняшний момент мы видим, что в центре получают лечение 168 пациентов, из них 42 пациента ведет конкретно этот доктор, 25% составляет. Сколько процедур гемодиализа? То есть на 42 пациента на сегодняшний момент должно быть проведено по клиническим рекомендациям 138 процедур гемодиализа, а фактически 148 процедур гемодиализа. Для нас очень важно, чтобы план совпадал с фактом. То есть если по плану, допустим, было бы 138 процедур, но фактически было сделано процедур меньше, значит кто-то из пациентов процедуру пропустил. Здесь могут быть уважительные причины. Пациент мог просто не приехать, могла быть госпитализация и так далее. Но обязанность врача не допускать пропуск процедур. То есть врач должен постоянно работать. Есть пациенты, которые не хотят 3 раза в неделю приезжать. Наша задача их убедить, потому что это их жизнь. Здесь по каким-то причинам 148 процедур. Почему? Может быть такое, может быть такое. Потому что Кострома – это у нас центр, где пациенты получают вводный гемодиализ. Как правило, они проводятся коротенькие процедуры, 1-2 часа ежедневно. Поэтому у доктора процедур больше. Но это вполне нормально. Достижение КТ на В диализной дозы. Вот здесь мы видим, что не все очень хорошо, что у доктора 13 пациентов не достигают диализной дозы КТ на В 1,2. И почему это происходит, тоже нужно поразбираться, но я сразу вижу, там однозначно есть какое-то количество пациентов, которые на вводном гемодиализе. То есть на вводном гемодиализе, когда мы проводим процедуры коротенькие, плюс пациенты поступают с высокими уровнями азотемии, невозможно сразу КТ на В достичь 1,2. Но это и не нужно, иначе мы можем пациента ввести в критическое состояние. Соответственно, здесь абсолютно четко видно, почему пациенты не достигают 1,2. Во-первых, есть вводные, но, может быть, какие-то есть пациенты, у которых есть еще какие-то другие проблемы. Золотым стандартом сосудистого доступа в гемодиализе является артериовенозная фистула нативная. Другие сосудистые доступы, такие как перманентный катетер, они чреваты риском развития осложнений инфекционных. И если у пациента есть такой сосудистый доступ, его, конечно, нужно менять. Вот здесь мы видим, что у доктора 80% пациентов имеет нативную фистулу. Но ряд пациентов почему-то эту нативную фистулу не имеет. Но опять же, с учетом того, что у доктора есть пациенты на вводном гемодиализе, а вводный гемодиализ не всегда начинается с нативной фистулы, обычно пациенты госпитализируются и первые процедуры гемодиализа получают через катетеры центральные венозные. Соответственно, вот мы здесь видим, что есть центральные венозные катетеры, в том числе и временные, что говорит о том, что пациенты находятся на вводном гемодиализе. Для того, чтобы достигать уровень КТ на В 1,2 и выше, скорость кровотока должна быть адекватная. Мы считаем, в среднем где-то 300 – это вполне нормальная, адекватная скорость кровотока. Иногда она бывает меньше по объективным причинам. Либо плохой сосудистый доступ, либо пациенты не хотят. Но мы стремимся к тому, чтобы для достижения целевой дозы гемодиализа скорость кровотока поддерживать адекватную. Соответственно, здесь вот ряд пациентов не имеют скорости кровотока 300, а они имеют меньше. Тоже нужно разбираться, по каким причинам. Во-первых, есть пациенты с катетерами, а катетеры не всегда позволяют дать адекватную скорость кровотока. И плюс пациенты, которые на вводном гемодиализе, даже если это нативная артериовенозная фистула, не всегда она дает скорость кровотока, она должна разработаться. Поэтому здесь мы тоже это видим. Частота гемодиализа меньше 3 раз в неделю. Тоже такие пациенты есть. Значит, какие-то пациенты пропускали программу гемодиализа. На статистике это точно так же сказывается. И время гемодиализа, то есть есть пациенты, которые процедуру гемодиализа получили менее 12 часов в неделю. Это говорит о том, что, опять же, есть пациенты на вводном гемодиализе, они получают меньше 12 часов в неделю. Также мы здесь можем оценить, как доктор проводит коррекцию основных осложнений
хронического гемодиализа. Здесь у нас есть анемия, минерально-костные нарушения, артериальная гипертензия. Можем посмотреть у доктора количество пациентов, которых она ведет, и как она этих пациентов удерживает в зеленом коридоре. Уровень гемоглобина, который мы пытаемся достичь, он должен попадать либо зеленые параметры должны быть, либо желтые, да, верхняя и нижняя граница нормы. Здесь у доктора 80% пациентов попадает в целевые значения, что очень неплохо по сравнению с другими центрами и вообще статистикой. Ряд пациентов имеет гемоглобин ниже 90, что не очень хорошо, но, как правило, такие низкие цифры имеют пациенты, которые только начинают получать программу гемодиализа, которые попадают в центр, они все поступают с тяжелой анемией. И мы в течение какого-то определенного времени параметры поднимаем. Для нас самое важное не иметь пациентов с уровнем гемоглобина выше 130. А с учетом того, что рекомендантные эритропоэтины, которые поддерживают уровень целевого гемоглобина в почках, не вырабатываются у пациентов, мы его вводим извне, и очень важно, чтобы эти пациенты не получали эти лекарственные препараты, и уровень гемоглобина мы им не повышали выше той границы, которую бы необходимо поддерживать именно у этого конкретного пациента. Уровень ферритина, ЦАД мы тоже можем посмотреть, уровень обмена железа, как доктор поддерживает это на каком уровне. Ну и минерально-костные нарушения точно так же. То есть здесь мы видим, сколько пациентов имеет парадгормон в целевом коридоре, зеленый, да, 75% очень неплохо, 70% уровень кальция нормальный, остальные пограничные, и плохо это вот когда он высокий либо низкий. И фосфор, уровень фосфора. Уровень фосфора в норме 45% у доктора. Но это тоже не очень просто, потому что пациенты не хотят соблюдать диету, и уровень фосфора, несмотря на то, что в Костроме фосфат-биндеры получают люди за счет средств МС, то есть мы их обеспечиваем, то есть там не бывает такого, что пациенты не получают лекарственные препараты. То есть мы обеспечиваем все равно вот уровень фосфора достаточно высокий у пациентов. Да, потому что пациенты не соблюдают диету.